Привет! Сегодня у нас коробка от фирмы Моделист, танк Меркава, артикул 303 531. Помимо этого у нас на коробочке также красуется шилдик корейской модельной фирмы Academy Hobby Model Kits, английское название MBT Меркава, что переводится как основной боевой танк Меркава. Ну и, соответственно, вот самая Меркава у нас на бокс-арте. Так, что можно сам сказать про набор? Как известно, значит, Моделист продает в России только перепаки лицензированные, соответственно, он это не скрывает, и даже гордо шилдик производителя оригинальных пресс-форм модели ставит на коробку. Соответственно, эта модель фирмы Academy, где-то выпуска, наверное, 99-го года. Ну и в России Моделист ее уже в нулевых начал перепаковывать, выпускать. То есть модель, в принципе, не очень новая. Ну, такая, не сказать, что прям супер старая, такая средняя для Моделиста. Ну, как можно понять, что фирма Academy, она не то чтобы как-то славится каким-то очень офигенным подходом именно к моделизму в плане соответствия. То есть это такие, ну, простенькие модельки, похожие на некоторые модели Tamiya, на большинство моделей Tamiya, похожие, может быть, немножко на подход звезды, то есть такой потребительский сегмент, не то чтобы во что-то там сильно упарывающееся в какую-то копийность. Так что вот такая примерно нас модель ждет. Так, ну и раз по танку, значит, что у нас по прототипу можно сказать, что танк Меркава, понятно, известный израильский танк. Кстати, да, вот на коробке про это не написано. Можно было, в принципе, написать, что израильский основной боевой танк. Да, было понятнее тем людям, которые никогда название не слышали. Меркава, кстати, переводится как колесница. Так вот, да, в Израиле, как ни странно, казалось бы, страна небольшая, но своя танковая школа примерно довольно оригинальная. То есть начинались у них танковые войска с лицензированных там американских, да что там только не было. Потом ВПК в Израиле довольно сильно развился, как бы сейчас он мощный, он не только танки делает, но вот целые свои основные боевые танки, причем совершенно как бы по оригинальной схеме. То есть вот Меркава они придумали. Машинка очень интересная, она как бы не классической компоновки, в отличие от большинства танков в мире. Двигатель находится спереди, вот здесь у нее башня. И самого, ну, прям много рассказывать смысла нет, потому что кому интересно, сам прочитает. Но из самого интересного, наверное, да, опять же, двигатель спереди. У танка есть внезапно десантный отсек на аж целых 6 десантников. То есть он находится за задней части танка, и там есть даже, собственно, дверка для покидания десантом. Подвеска у танка тоже не, скажем, совсем типичная, необычная на балансирах и торсионах, а пружинная подвеска тоже довольно оригинальное решение, хотя внешне так не скажешь, да, катки да катки, но ну и также характерно для танков Меркава обильное использование всяческой электроники, всяческих современных, гиперсовременных хай-тековских решений по системе управления огнем, по системе там защиты танком, чего такого там только нет. Ну еще про этот набор и танк можно сказать, что было несколько генераций танка Меркава, несколько версий, да, то есть он сохранял название, но менялись индексы, то есть от МК-1 до МК-4. Так вот конкретно на коробке нигде, ну, по крайней мере, здесь не написано, но вот машина вот эта, она, насколько я понимаю, реплицирует, вот этот набор реплицирует третье поколение танков, то есть МК-3 предпоследнее. На текущий момент, вроде, насколько я знаю, последнее поколение это МК-4, а вот МК-3 выпускались где-то в 90-х по начало 2000-х года. Так вот, ладно, пора переходить. Что у нас дальше по коробке? У моделистская стандартная коробка, так же, какие еще свои наборы они здесь показывают. Ну, не свои, в смысле, а перепаки, да, тут тоже частично они Трампетер любят Academy. Кстати, как ни странно, обычно моделист у нас указывает вроде как количество деталей сложных, но здесь этого нет. Но, кстати, коробка довольно огромная, казалось бы. Так что можно, я думаю, в нее и нырять. Так. Слепое открытие коробки, потому что я еще ее ни разу не вскрывал. Анбоксинг у нас пойдет. Значит, такая стандартная для моделиста коробочка с ушком, так, которую не сразу разберешь, как ее открыть.
Скрываем, значит, что у нас? Ну, как видно, коробка содержит в себе много пустого воздуха, как бы, поэтому отсюда размеры берется. Видим, значит, пакетики с пластиком, упакованы не совсем каждый в отдельный пакет, но попарно где-то упакованы. Сразу видим пластик, сразу видим ванну в одну деталь, видим, сразу огорчаемся, виниловые гусли. Видим инструкцию бумажную и, собственно, видим лист с декальками. Это, в принципе, все, что сходу бросается в глаза у нас по комплектации. Это все, что есть в коробочке. Как обычно, начинаем с инструкции. Ну, моделист, как известно, он, в принципе, обычно конструкциям, которые это как раз его творчество, они обычно не просто перерисовывают, ну как частично перерисовывают оригинального производителя инструкции, частично дорабатывают сами, но в принципе они обычно делают какие-то исторические справки, там даже фотки добавляют. Тут я вижу целый абзац исторической справки. Танк Меркава, Израиль, 79 год. Ну, понятно, тут либо я что-то про это самое, извините, немножко, так сказать, где-то облажался, то ли у нас моделист с Academy облажались, то ли мои данные неверны. Вполне возможно, что я про МК-3 Меркаву и наврал, потому что 79-й год это вроде как бы Меркава не... Это первое поколение Меркавы, но... Сейчас вот сходу пытаюсь понять. Не совсем вроде этот танк похож на первое поколение, по крайней мере на бокс-арте. То есть тут еще такой интересный вопрос, какое это действительно поколение Меркавы. Потому что с виду она вроде бы и на третье похожа. Вроде бы оно похоже на третье, чисто внешне. Почему моделист нам пишет про первое поколение Меркавы, 79 год, я не совсем понимаю. Ну, хотя нет, ладно, может быть, я тут поспешил. То есть, заголовок странный, то есть, 79 год, то есть, первое поколение Меркавы, хотя дальше по тексту мы видим, что оканчивается описание как раз Меркавой 3. Ну вот, как бы так. То есть, на самом деле, они про все поколения написали, видимо, до третьей, хотя вот заголовок сбивает, да, то есть, все-таки это третья Меркава, все верно. Просто моделист нас немножко пытается обмануть. Немножко тут с камерой проблемы. Так, извиняюсь за технические трудности. Дальше так в стандартного моделиста идет краски на 3 варианта: на Мистер Хобби, на Мистер Колор, соответственно, это получается нитроакрилы от Ганзы и краски моделиста акриловые, которые у них, по-моему, по номерам номенклатуры примерно совпадают со звездовскими. Видимо, для схожести так сделали. И сразу начинается сборка. То есть тут у нас, понимаю, никаких больших экскурсов в историю с фотками вроде пока нет. Начинается сборка у нас с башни. Я так насколько вижу, что башня сделана в 2 крупные детали. Но вот единственное, сбоку что-то подклеивается. Сразу видно, что там говорится. Можно подкрасить прямо здесь. Ствол мы видим из 2 половин. Ну, как бы для Academy тех лет ничего удивительного нет, для текущей, наверное, тоже. Так что, ну, такой набор средней ценовой категории. Я уже не помню только за сколько я его покупал, но, в принципе, достаточно не очень дешево. Там еще, может, какие-то скидки и так далее. Кстати, прозрачного пластика я в наборе вроде как не увидел. Ну, если можно перелистнуть в конец, где у нас инвентаризация, соответственно, ледниковых рамок, то вроде как прозрачного пластика нет. В принципе, что, конечно, не очень хорошо, потому что танк много всякой электроники, СО там достаточно сложное, по идее. Наверное, достаточно много всяких перископов. Ну, вот всякое навесное тут на башню, тонкие всякие сложные моменты показаны дополнительными какими-то рисунками. Опять же, продолжается башня. Как бы понятно, что никакого травления и, упаси бог, 3D-печати в наборе нет. Всякие вот эти забашенные корзины, это все пластик. Ну, сборка понятная будет, зато быстрая, зато копийность, качество, конечно, будет такая на уровне пластика.
Ну, что есть, то есть. Значит, опять же, вот все башни, деталировка, пулеметы. На конкретно этом машине вот можно увидеть, да, израильтяне любят много пулеметов на своих машинах, вот их как минимум 3. Также вот тоже достаточно известная черта бронирования, защиты Меркавы — это вот эти подвесы по краям башни с такими стальными шариками на цепочках. Соответственно, здесь они сделаны просто в одну детальку, я так понимаю, с какими-то тут дополнительными приколами по отрезанию чего-то куда-то. Значит, видимо, дополнительные какие-то подвесики. То есть, соответственно, у многих производителей для Меркавы там, конечно, сложные системы. Там кто-то делает прям буквально цепочки, кто-то делает фототравление. Но как бы у Academy все в этом плане просто и понятно, как бы, потому что целевая аудитория, она как бы не настолько искушенная, я так понимаю, все просто из пластика сделано. Ну, как-то оно будет выглядеть, но зато собирается быстро. Значит, что по тросу? Успел уже заметить, да, трос есть, коуши есть, стандартные вот такие вот у бога, такие, куда надо запрессовывать, а потом, если хочется что-то нормальное сделать, то и шпаклевать. Тут еще так интересно сделано, видите, что как на рисунке нарисовано, коуш он вырезан как бы, получается, хотя нет, коуш вырезан внутрь, да, все нормально, вот этот, если шпинек, вот он идет внутрь, скорее всего, то в принципе можно, наверное, даже его не зашпаклевывать, так он скроется, будет к башне направлен. Уже успел я заметить, что трос как бы в наборе есть, но он из нитки. По традициям звезды, что он там был в оригинале, ну, скорее всего, в Академии тоже была нитка в оригинале. В принципе, ничего тут удивительного нет, это не то, что звезда придумала, и Тamiya, и Академии, да еще и многие производители достаточно долго и сейчас продолжают нитки класть вместо тросов. Ну, выглядит, конечно, будет все достаточно так себе, вот эта нитка, конечно, ну, не знаю. Хоть что-то. Опять же, навесное всяческое, все еще продолжается башня, и вот только к 7-му шагу мы переходим к ходовой части, где у нас появляются катки. Кстати, в наборе я тоже успел заметить, что есть виниловые втулки. То есть в этот раз, кстати, что можно сказать плюс, что моделист не стал выхолащивать набор, да, то есть, например, разбавляться от какой-то хотя бы минимальной докомплектации, то есть вот эти виниловые втулки он, моделист, оставил, не стал их выкидывать и, допустим, говорит нам клеить катки просто на клей, то есть, соответственно, вот у нас такая вот, в кавычках, премиальная фишка, как виниловые втулки у нас останутся, и колеса, по идее, должны держаться, сниматься, надеваться и так далее. Для звездочек ленивцев это тоже все тут используется, сразу нарисован там подкрашивать бандажи, и, соответственно, мы переходим к ванне. Вам в одну деталь, вот мы видим как раз эти детали этой пружинной подвески тут, ну, поддерживающие всяческие ролики, там катки тут докидываются остальные. Значит, соответственно, опять продолжается другая сторона. Вот мы видим, кстати, сзади как раз вот эта дверь десанта, которая как раз на ванне у нас частично видна. Потом, значит, собственно, появляются катки. Они накидываются сразу, и, значит, ходовая где-то завершается у нас. Тут сразу одновременно и стыковка верхней части корпуса, тоже она у нас в одну деталь. Предлагают сразу ее стыковать, не детализируя предварительно, с нижней части, и вот здесь появляются виниловые гусеницы. Ну, что могу сказать, единственное в плюс, как сказать, в плюс защиту виниловых гусениц, что у машины достаточно развитая вот эти самые боковые юбки, боковые экраны, то есть можно увидеть, поэтому, ну, видно, что видна, по сути, только передняя, нижняя часть гусеницы. Соответственно, в принципе, если не очень хочется разыскивать автомаркетную гусеницу под Меркаву, то, наверное, теоретически можно оставить, и не то, чтобы это прям будет сильно заметно. То есть большая часть гусеницы, проблемная часть гусеницы будет скрыта. Сзади закрывается этот люк десанта, тут еще деталировка сверху появляется, частично уже какие-то боковые вот эти навесики, какие-то ящики дополнительные у нас собираются отдельными под сборки. Ну, вот, собственно, эти боковые экраны или боковые юбки, как их назвать. Видно, что тоже у них какая-то деталировка. Какие-то есть дополнительные, ну, тут ящики, частично корзины, может быть, детали, ну, скорее корзины какие-то дополнительные на корму ставятся вокруг люка десанта. И, собственно, это мы подходим, так понимаю, к финалочке. На самом финальном этапе у нас появляется башня, полностью собранная. И, собственно, уже появляются эти самые юбки, которые у нас, собственно,
позорную гусеницу нашу немножко прикроют. В конце у нас схема окраски, которая, конечно же, черно-белая. У моделистов, по-моему, никогда в жизни я не видел цветных схем. Может, сейчас и есть, по-моему, не видел. С проекцией у нас даны, значит, варианты какие? Варианты без привязки к историческим прототипам. Я так понимаю, на 2 варианта у нас вроде как есть. Вот вроде страница. Вот это, по-моему, первый вариант, насколько я понимаю. Вот это второй. Соответственно, первый вариант у нас тут с обширными декалями красивыми. Вот мы видим. Соответственно, краски обозначены, ну, все черно-белое. При этом, ну, большая часть окраски модели это синайский вот этот желтый, или как он там называется. Какой, кстати, цвет они тут используют для, собственно, его эмуляции. Некий песочный, вот я вижу, используют моделист, ну и какие-то там у Ганзы, соответственно, то есть камуфляж никакой на меркавах я не видел, чтобы когда-либо применялся. Это нас, конечно, немножко спасает. Угу. Тут даже у нас что-то из тонкой ткани предлагают изготовить уже сами, видимо, приклеить суперклеем. Не знаю, букву А тоже, наверное, самим придется вырисовывать. Да, в общем, первый вариант у нас такие с мощными декалями, с какими-то даже самодельными распознавательными знаками. Ну, как бы, ладно, по-моделистовски все, в принципе. Второй вариант у нас, я так понимаю, попроще. Значит, декальки вроде какие-то есть. Да, вот, ну, чуть их поменьше, без всяких там тряпочных дополнительных обозначений. Вот такое вот. Привязки нет. Ну, в общем, схемы такие себе. В конце, значит, у нас уже я сюда вертел на раскладка литников с дополнительной комплектацией перечислены здесь. Ну, как частично видно, что перечислено просто, какие детали не используются. Видимо, какие-то, может быть, другие варианты мерковые у Academy там были. И, значит, в конце новинки 2015 года у нас, то, что, видимо, тоже моделист когда-то перепаковывал, кстати, Леопард. Вот не видел, кстати, по-моему, в трактовках моделиста этих моделей. Это, по-моему, явно, наверное, трампетеровский какой-то. Вот это я уже не знаю, что. 2015 год, новинки. Так, пора переходить, собственно, к пластику. Начнем с бережно упакованной ванны корпуса, которую мы... Вот, такой пакет действительно монументальный, который мы очень небережно разрываем. Сюда же они нам загрузили и виниловые гусли. Такая вот ванна, очень простая, внизу деталировки 0, соответственно сзади, ну там все будет докидываться, люк некий какой-то у нас должен сюда вклеиваться. Я уж не знаю, какой в этом смысл, если на днище никакой деталировки нет. По бокам тоже она как бы какая-то есть, но, судя по всему, очень какая-то такая условная. Но она, в принципе, если собирать из коробки, она будет вся закрыта, собственно, экранами. Соответственно, там видно-то ничего не будет. И сюда же нам еще гусли погрузили. Соответственно, стандартно гусли, которые надо будет заплавлять в нагретым каким-то предметом в 2 куска, слава богу, не в 4. Ну, как бы по достоверности гуслей еще сказать не могу, так как не особо знаю, как они на оригинальной меркове должны выглядеть. Так, следующий пакетик у нас отдельно один литничек лежит. В основном, я так вижу, детали ходовой, и также сюда нам решили засунуть имитацию троса в виде ниточки, такой белой веревочки. Да. Очень весело, значит. Ну, конечно, если будет возможность, лучше менять на металлический трос, но не у всех, понятное дело, эта возможность есть. Так вот, значит, что по ходовой? Ну, видно пружины этой самой пружинной подвески отлиты в одну деталь. Видно, что, да, вот это их лицевая сторона, это задняя. Ну, еще детали подвески. Вот, кстати, шилдики Academy. Год, кстати, виден 99-й пресс-форм производства. Тут же, кстати, и пулеметы. Ну, хоть вроде не погнутые стволы. Понятное дело, стволы без отверстий. Потому что никакого, конечно, здесь
Никакого здесь, конечно, многоразъемного литья тут не используется. Отдельные траки, видно, запасные, куда-то звездочки. Вот тут так называемые эти самые балансиры, которые с пружинами там стыкуются на ходовой части. Ну, как бы, все так, в принципе, по-академически сделано. Шанец там, понятное дело, с замками шанса прямо на пластике. Как бы детализация есть, каких-то прям вот бросающихся в глаза грехов я не вижу по литью, вроде бы все так достаточно чистенько, ни обоечка не утяжен, ни каких-то смещений прям вот больших на первый взгляд не видно. То есть, ну, такая в принципе, достаточно стандартная академия. Как бы сказать нечего. Вроде не разочаровывает в плане того, что это ожидаемая академия. Так, второй пакетик у нас. Тоже детали ходовой. Частично. Так. И, значит, те самые виниловые втулки у нас. Или поликэп в западной трактовке. Полистирольные, полимерные, не знаю. Поликэп. Соответственно, туда для звездочки, для дорожных катков. Ну вот, кстати, до моделиста такую комплектацию редко увидишь. Обычно они все, что не относится к пластику, просто выкидывают. Так, значит, продолжается, опять же, у нас тут ходовая. Я так смотрю, еще вот тут какие-то тележки с пружинами. Тут звездочки. Ну, кстати, да, там, скорее всего, по ходовой, видимо, на прошлом литнике, возможно, что-то не используется, или на этом что-то не используется. Видимо, какие-то разные итерации мерковы, может быть, у Академии были, так как я вижу, что многие детали вроде как повторяются, или что-то такое там происходит. Посмотрим. Ну и, соответственно, катки, да, вот видно, что на катках видно какой-то рельеф на бандажах, по крайней мере, на некоторых из катков. Ну, хотя нет, на всех катках есть какой-то рельеф бандажа. В принципе, выглядит достаточно детализированно. То есть, всякие там винтики видны. Ну и, кстати, вот на этом же литнике вот эти самые детали противокумулятивных, наверное, подвесов вот этих цепочек с шариками, которые в основном идут на нижнюю часть башни. Видно, что они тут меленькие такие в одну деталь. То есть это все, когда отделять, надо будет от литников, конечно, очень аккуратно делать, потому что, ну, все очень мелкое. Но в целом это все равно быстрее, чем это, наверное, все делать с фототравления или, не дай бог, каких-нибудь там цепочек фототравленных. Ну, вот так вот. Вот так вот оно все есть. Ну и второй литник абсолютно такой же, тут как бы сказать нечего. Так. Еще один пакетик. Тоже два литника в нем. Сейчас посмотрим, идентичные они или нет. Так, насколько я понимаю, нет, это не идентичные литники. Так, первый литник у нас это самые крупные детали, те самые боковые юбки в одну деталь. Ну, в принципе, радует, что в одну, не из много элементов. Ну, еще там какие-то борта, вот эти самые детали всячески там заметными какими-то болтами или клепкой, я не знаю. Кожух маски, кожух орудия, я так понимаю, тут каких-то двух, наверное, или нет, это 2,5, наверное, ну или вариации какие-то. Какие-то еще детали, что-то тканевое, имитирующие, видимо, какие-то кожухи. Люки. Кстати, насчет люков я вот не обратил внимания в инструкции, но, насколько я помню, на вариантов на открытые люки, по-моему, по крайней мере, в инструкции не было, хотя, ну, может быть, как-то их можно самому заколхозить, если потом дыру каким-нибудь танкистом закрывать, который покупается, конечно, отдельно, в комплекте никаких фигурок у нас нет. Ну, бывают какие-то ящики, поддерживающие ролики, я так понимаю, тут частично какие-то буксировочные элементы, но я уже не помню, для этого набора это или нет. Какие-то решетки тут вот у нас отлиты, тоже, кстати, довольно сложная, не характерная для Академии деталь. Опять же, продолжаю, в принципе, ну, рельеф какой-то вот изображен на этих юбках. То есть, такая меркована вообще достаточно много на ней такого мелкого рельефа характерного, который обычно всегда на фотках, на видео заметен. То есть, в принципе, он здесь отлит. Я вот не вижу, опять же, каких-то больших заметных огрехов. То есть, литье академическое, оно такое, в принципе, норм. Так, значит, и второй большой литник, соответственно, вот это мы видим со ствола орудия у нас.
в две детали, собственно, недостаточно не длинный такой, кстати, орудие производства тоже израильский, по-моему, никаких особо крупных импортных компонентов Израиль не использует в своих меркавах, своих танках, то есть они прям все производство практически локализовали, даже пушки. Ну, есть какие-то экранировки башни в основном, тут детали забашенных корзин, вот, кстати, скорее всего, вот это типа они тут такие довольно жирные, толстенькие. Что тут еще у нас? Тоже люки, какая-то мелочевка. Вот это, кстати, наверное, перископы те самые, которые нам пожалели класть в прозрачном пластике, опять же люки и так далее. Ну, типа вот какое-то литье, вот оно в принципе, ну, то есть без видимых огрехов, как бы вот сказать. Огрехов, наверное, меньше, чем у звезды тех лет, 90 каких-то годов. У звезды все-таки огрехи бывают. Потому что вот, например, Т-80д, который в прошлый раз был, тоже я там говорил, без видимых огрехов, которые не бросаются в глаза. Но вот по сборке, конечно, начинаешь собирать, постоянно на что-то натыкаешься. То, что ты сразу не заметил. Либо где-то какое-то смещение, или где-то облой какой-то. Вот Академии я вроде такого прям не вижу. Так, и вот в отдельном литнике, в отдельном пакетике у нас лежат крупные детали. Достаточно крупные. То есть вот тут, в принципе, радует, что вот это все отлито. И ванна, и верх, и вот по башне. В основном крупные детали. Соответственно, вот верх корпуса у нас видно, что вся мелкая деталировка отлита прям сразу на одним куском, скажем так. Отверстие под люки, под башню. Ну, под люк механика-водителя, точнее говоря. Соответственно, решетки двигателя. Ну, понятное дело, никаких травленных деталей в наборе нет, потому что это все изображается пластиком исключительно. Ну и, соответственно, толкатели все на внутренней стороне, как бы вроде бы каких-то изогнутостей, поведенностей я не наблюдаю. Чисто вот так вот зрительно по геометрии этих крупных деталей, то есть отлиты, и в целом в коробке удержались они неплохо. Ну и детали, соответственно, башни, две детали, ну как две детали, в основном крупные две детали, вот бокам вот единственное вклеивается, но в целом верх башни тоже вся деталировка прямо на одном куске пластика, ну тоже вроде выглядит прикольно, огрехов не вижу, вроде не изогнулось так на первый взгляд, все вроде ровненько, какой-то мизерный облойчик по внутренним частям виден, ну или что-то такое, ну это я не думаю, что это большая проблема, то есть вот так оно все выглядит. Так, и собственно что? И собственно получается, что остается у нас взглянуть на декальку и подвести, наверное, итоги. Декалька вот такая. Тоже, я так смотрю, скорее всего, моделист ее, наверное, сам делал, раз русскоязычная надпись тут есть. Ну, то есть, как бы либо делал, либо как-то, я не знаю, копировал. В принципе, в основном белые такие элементы тут, поэтому не то, что тут хорошо что-то было видно, но, в принципе, декаль как декаль, ничего по ней плохого сказать не могу. И, собственно, это все по набору. Вот такой вот у нас такая у нас большая карабин с мерковой МК-3, кстати, вот по набору можно сказать, что да, опять же, вот неявно пишут, что за прототип, могли бы написать, что это МК-3. В наборе нету прозрачного пластика, то есть все вот эти перископчики, это все самим. В наборе, понятное дело, нет никаких там особо ощутимых допов, ни фототравлений, ни каких-то там сложных элементов. Трос дан ниткой, зато даны поликэпы на, собственно, катки. То есть такой достаточно, ну, такой среднебюджетная перепаковка Академии, в принципе, не то чтобы очень плохая, но и, в принципе, свои недостатки, которые заметны даже просто при перечислении состава набора, у нее тоже есть. То есть, в принципе, ну, дешевая меркава. Может быть, даже где-то ее еще можно найти и купить.